Довод НАТО таков. Ракетный щит возводится не против вас, а против Ирана. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. I don't think Russia and China believe they are paying any price at all, nothing at all, for standing up on behalf of the Assad regime. The only way that will change is if every nation represented here directly and urgently makes it clear that Russia and China will pay a price because they are holding up progress, blockading it, that is no longer tolerable. Нечто такое, что, мне кажется, должно подталкивать наших коллег и наших партнеров к более конструктивной работе, чем до сих пор мы это видим. Что я имею в виду? Совсем недавно, совсем несколько лет назад, лично нам не говорили, но я знаю, что они говорили своим. Говорили, ну ладно, пускай там Россия ковыряется, нам уже даже не очень интересно. У них там ржавчина одна осталась. Ну, это не так. Сегодня это уже совсем не так. Первое. Я не говорил, что США представляют для нас угрозу. Вот президент Обама, как вы сказали, считает Россию угрозой. Я не думаю, что США для нас представляют угрозу. Я думаю, что политика правящих кругов, как, извините, употреблю такой штамп, политика правящих кругов, она является ошибочной. Уверен, что она противоречит и нашим интересам, подрывает доверие к Соединенным Штатам и в этом смысле наносит и Соединенным Штатам определенный ущерб. Подрывает к ним доверие как к одному из глобальных лидеров и в экономике, и в политике. Ну, можно, конечно, многие вещи замалчивать, но я же уже говорил об этом. И вот Доминик об этом вспоминал. Действия в одностороннем порядке и в последующем поиске союзников, создания коалиции после того, как все сделано. Но это ведь не способ договориться, правда? Это односторонние действия. И они применяются постоянно в текущей политике Соединенных Штатов. И приводят к кризисам. Я тоже об этом сказал. Вот президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали больше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет силы, возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции. Сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика.
без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Ну, поддержали, дали оружие. А завтра половина боевиков оттуда ушла и перешла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики Соединенных Штатов. Мы считаем, что она ошибочна, наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учета наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие люди, как вы, возглавили государственный департамент. И, может быть, тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдет, я бы очень вас просил довести это до наших партнеров, и до президента Соединенных Штатов, и до госсекретаря, до других ответственных лиц, что мы не хотим, мы не ищем никакой конфронтации. Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы, и многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, с уважением относиться, это значит, что, как я уже говорил в своем выступлении, нельзя дожимать, используя свои исключительные положения в экономике там, или где-то в военной сфере. Понимаете, во всем. Ну хорошо, в Ираке там воюют плохо, в Ливии там все довели до того, что вашего посла убили в Ливии. Мы что ли это сделали? Приняли решение в свое время Совета Безопасности. О чем? Значит, бесполетную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолеты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже считаю не самое лучшее решение. Ну ладно. А что на самом деле сделали? Начали сами наносить удары, в том числе и по территории. Явное, грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Практически агрессия без всякой резолюции. Это мы что ли сделали? Это же вы сделали своими руками. А закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Вот это хорошо для США, что посла убили. Ужасно, страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно наоборот подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из вот этих имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Мы никогда не забудем того, как мы помогали Соединенным Штатам в обретении независимости. Мы никогда не забудем нашего сотрудничества и союзничества в Первую и во Вторую мировую войну. И я полагаю, что глубинные стратегические интересы американского народа, российского народа во многом совпадают. И нужно опираться вот на эти взаимные интересы. A friend from China, apologies earlier. Пожалуйста, Китай. Relations seem to be very, very bad. I mean, really bad between you and the United States. You have moved, Russia has moved missiles capable of nuclear warheads into Kaliningrad, which is, as we know, next to a couple of NATO countries. Your Defense Department has threatened any US military action in Syria, saying that it would be taken as a direct threat to Russian servicemen and warned them not to do it. And your president has pulled out of several agreements which were to do with disposing the nuclear material plutonium. Is it going to get worse? I mean, people are kind of worried. Is this a Cold War moment? Could this degenerate into an actual war between the two sides? Well, I don't think so. It is not our intention at all. We read, of course, statements of the American military that the war is inevitable with Russia. I leave this on their conscience. As regards deployment of weapons on our territory, this is our territory. And it's pretty scary. Well, it's our territory. But the plans of the United States, not only to, well, they quadrupled, I think, the money allocated to
support military deployment in Eastern Europe. Then they moved NATO infrastructure next to our borders. Now the American, I think, F-35s, the latest planes, would be equipped with the modern version of nuclear bombs, and they would be deployed on the Russian borders. And this is not the United States territory. Добрый день, уважаемые коллеги. В ряде авторитетных западных средств массовой информации опубликованы утечки о дискуссиях в администрации Белого дома возможности нанесения ракетных и воздушных ударов по позициям сирийских войск. История показывает, что нередко подобные вбросы оказываются прологом реальных действий. Особое беспокойство вызывает информация, что инициаторами данных провокаций являются представители Центрального разведывательного управления и Пентагона, которые еще в сентябре докладывали своему президенту о якобы управляемости боевиков оппозиции, а сегодня лоббируют кинетический сценарий в Сирии. Рекомендовал бы коллегам в Вашингтоне тщательно просчитать возможные последствия реализации подобных планов. Сегодня на вооружении сирийской армии имеются достаточно эффективные зенитно-ракетные комплексы, такие как С-200, ВУК и другие системы противовоздушной обороны, техническое состояние которых за прошедший год было восстановлено. Кроме того, напомню американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз в Мимиме и Тартусе осуществляется зенитно-ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов. Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов противовоздушной обороны вряд ли будет время на выяснение по прямой линии точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью. И, наконец, самое важное. Сегодня большинство офицеров Российского центра примирения враждующих сторон работает на земле, доставляют гуманитарную помощь и ведут переговоры с главами населенных пунктов и вооруженных отрядов в большинстве сирийских провинций. Благодаря их деятельности 732 населенных пункта и сотни тысяч сирийцев вернулись к мирной жизни. Поэтому любые ракетные или воздушные удары по территории, контролируемой сирийским правительством, создадут явную угрозу российским военнослужащим. И в завершении обращаю внимание горячих голов, что после нанесения 17 сентября самолетами коалиции удара по сирийским войскам в Дарь-Эз-Зоре мы приняли все необходимые меры для исключения любых подобных ошибок в отношении российских военнослужащих и военных объектов на территории Сирийской Арабской Республики. They closely watched how we fought in 91 and 03. They studied our doctrine, our tactics, our equipment, our organization, our training, and our leadership. And in turn, they revised their own doctrines, and they are rapidly modernizing the militaries today to avoid our strengths in hopes of defeating us at some point in the future. Recently, a senior Russian official, ambassador to the United Kingdom, Alexander Karamenko, he said, quote, Russia can now fight a conventional war in Europe and win. Russia is the only country that will remain relevant forever. Any other country is dispensable, and that includes the United States. We are endgame now, end quote. He said that all just 30 days ago. Well, history tells us to be careful. It's always wise to believe foreign leaders' declaratory policy, as most nations tend to telegraph their strategic intentions. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, despite our op-tempo, despite everything we've been doing, will stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before. Make no mistake about that. And when the political leadership of the United States decides to deploy its army, and when we show up on your turf, then you know the game's for real, and the stakes are for keeps. And the other thing you know is you're going to lose.
you will lose to the American army. Make no mistake about it. We can now, and we will remain in the future, retain the capability to rapidly deploy and we will destroy any enemy, anywhere, anytime. So I stand here today, and I caution the enemies of America who doubt or misread our capability. Many enemies have grossly underestimated the United States and its people in the past. They've underestimated our national resolve. They've underestimated our capability, our skill, and our combat power. And each made a fatal choice, which ended with their enrollment in the dustbin of history. So what are the consequences for Russia if this agreement falls through, beyond some interagency discussions about options that have not yet been chosen? What are the consequences for Russia, other than Secretary Kerry won't talk to them on this particular issue going forward? The consequences are that the civil war will continue in Syria, that extremist groups will continue to exploit the vacuums that are there in Syria to expand their operations, which will include, no question, attacks against Russian interests, perhaps even Russian cities. And Russia will continue to send troops home in body bags. And they will continue to lose resources, even perhaps more aircraft. The stability that they claim they seek in Syria will be ever more elusive. And it's hard to imagine how a continued war, not just a civil war now, but increasingly more violent extremist activity in Syria, can be in the interest of a nation that says, it claims, and has claimed publicly time and time again that what they want to see is a whole, unified, pluralistic Syria, and a stable Syria, a secure Syria, a Syria where they want to continue to have a defense relationship and a presence. So that's what's in it for them. I talked with former Russian Ambassador Mike McFaul. Yeah. And we talked about the idea that every once you got to respond when they're hacking. You got to do something. He described it as a high, hard one. Maybe just, sort of like in baseball, you throw a high, hard one to send a message. Why haven't we sent a message yet to Putin? We're sending a message. We have the capacity to do it. And the message he'll know it. He'll know it. And it'll be at the time of our choosing and under the circumstances that have the greatest impact. Is not what people think. And I tell you what, to the extent that they do, we will be proportional in what we do. And so a message is going to be sent. Will the public know it? I hope not. Довод НАТО таков. Ракетный щит возводится не против вас, а против Ирана. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением.